Здравствуйте, друзья! Знаете ли вы что-то про HTTP 2? Если не знаете, то подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше нового. Что это значит для вас? Это значит, что сейчас владельцы веб-сайтов перешли на этот протокол. То есть это не просто какой-то старый HTTP, а это новый реальный HTTP. Отличие простое. Во-первых, создается всего одно TCP-соединение в протоколе HTTP 2, внутри которого ходит много файлов. Если говорить про старый HTTP, то там, чтобы скачать каждый файл, нужно было создать новое соединение, и в этом, наверное, первое и самое важное отличие. Там появились приоритеты, то есть клиент может задавать серверу, какого типа ресурсы для него более важны. Там появилось сжатие. Если мы говорим про, допустим, команды HTTP, там, допустим, команду GET, то часто сервер при помощи метода push может отправлять нужные файлы, даже несмотря на то, что клиент их еще не запрашивал. Он это поймет потом, когда прочитает вот этот индекс HTML, что ему нужны эти файлы, которые включены в него. Но на самом деле они уже идут. Причем это работает достаточно быстро, и в этом, собственно, и причина. HTTP 2 был сделан, чтобы ускорить открытие сайтов и на самом деле облегчить их работу. Ну вот в одном из тестов, который я нашел в интернете, скорость HTTP 2 на сайте после включения его увеличилась в 2,29 раза. Реально быстро. Я рассказывал об этом уже год назад на одной из конференций. Некоторые ребята мне сказали, что включили после этого у себя HTTP 2 и реально почувствовали разницу. Мир не стоит на месте. Уже есть HTTP 3. Когда появился HTTP первой версии, он базируется на TCP, да, и, соответственно, он открытый. То есть там ничего не зашифровано. Потом появился HTTPS. Он базируется уже на TLS хендшейке сейчас, да, то есть там есть разные версии этого TLS. HTTPS это то, что обычно все представляют. Сейчас появился HTTP 2, то есть он на самом деле по стандарту тоже может быть не зашифрован, но рекомендации его, и он основан на TLS, то есть это сначала TCP соединение происходит с сервером, потом происходит TLS соединение, причем рекомендуется именно версия 1.2, 1.3, и затем уже идет, соответственно, стандартный HTTP запрос внутри, но дальше идут вот множество сегментированных файлов, соответственно, и это называется стримами. И здесь, когда мы посмотрим, вот еще больше погружаясь, мы вдруг выясняем, что на самом деле, когда у нас появляется Next Generation Firewall, у него возникает проблема. То есть, если раньше это было одно TCP-соединение, один файл, соответственно, если это HTTPS, мы расшифровали, посмотрели на этот файл, допустим, антивирусом или песочницей, проверили и разрешили, запретили. По HTTP 2 это одно TCP-соединение, в котором ходят файлы, причем они ходят стримами, то есть они вот такими кусочками, вот здесь вот внизу на рисунке нарисовано. И это нужно как-то обрабатывать, и Firewall должен это уметь. И тут, кстати, выясняется, что многие современные межсетевые экраны не понимают HTTP 2, и вам нужно прямо сегодня проверить, а ваш Firewall понимает это или нет. Вы тоже можете зайти на этот сайт SSL Labs и увидеть, что HTTP 2 сейчас в интернете это 54% сайтов. Да, представьте, то есть если ваш Firewall не понимает HTTP 2, то он просто не видит половины сайтов. Ну, то есть это прям вот то, что сейчас важно, о чем надо задуматься, поэтому это причина моего видео. То, что мы раньше говорили про TLS 1.2, что типа очень срочно нужен там TLS 1.3, на самом деле по-прежнему все сайты практически поддерживают TLS 1.2 и будут поддерживать, и одновременно часть из них начинает поддерживать TLS 1.3. И поверх них как раз работает HTTP 2, да, то есть множественное вот это мультиплексирование файлов, да, вот это вот все внутри. Поскольку вы узнали про HTTP 2, то вам нужно узнать и про Application Layer Protocol Negotiation, или сокращенно ALPN. Это расширение протокола TLS, которое сообщает серверу, по каким протоколам клиент готов работать, потому что сейчас это может быть и старый HTTP 1, и Speedy, это предыдущая версия, по сути, HTTP 2, и сам HTTP 2. Это значит, что сервер может согласиться, а может остаться работать на старом HTTPS. Плюс вот здесь вот на картинке видно слева, как это выглядит. По сути, это новое поле в TLS Hello Message, в котором говорится, там, я хочу HTTP 1 и хочу HTTP 2. Сервер принимает решение, я хочу
HTTP 2 и дальше работаем по HTTP 2. На самом деле в браузере это выглядит как HTTPS, хотя внутри будет HTTP 2. На самом деле HTTP 2 может быть работать и с обычным открытым режимом, поэтому здесь тоже есть специальное сообщение, которое называется upgrade, да, connection upgrade HTTP 2 settings. Если сервер поддерживает, то он может работать по обычному HTTP без TLS, соответственно, будут передаваться в одном TCP соединении снова файлы, и при этом, да, это все можно будет увидеть без расшифрования. Ну, для тех, кто любит смотреть живой трафик, вы можете прямо сейчас запустить Wireshark, допустим, в данном примере, который я взял на этом сайте, можете по QR-коду перейти. Видно, как выглядит Application Layer Protocol Negotiation. Собственно, здесь написано, что значит, это сервер hello, да, то есть это ответ уже. То есть TLS handshake. И, соответственно, здесь сервер говорит, да, давай H2, то есть HTTP 2. Вообще сессия будет выглядеть вот так. То есть клиент hello, сервер hello, обмен с сертификатами, это TLS 1.2. Да? И потом внутри HTTP 2 трафика идут уже настройки. Ну, главное, что по сути вот в этом одном TCP соединении передается все, что вы хотели. И вот этот вот ALPN, он на самом деле упоминается в настройках вашего фаервола. Зачем это ему нужно? Если он не умеет видеть HTTP 2, то он, по сути, подменяет вот этот вот запрос и говорит, я хочу только HTTP 1. Это позволяет ему заставить сайт работать по-старому. Это позволяет ему видеть соединения, расшифровывать их, да, то есть работает с LDCrypt. И, соответственно, включать функционал там, антивируса, песочницы, какой-то другой, который ему нужен, ну, именно для инспекции SSL. Таким образом, если у вас Firewall не поддерживает HTTP 2, он будет заставлять переходить сайты на старый HTTP, и, соответственно, ну, как мы уже обсудили, в 2 раза снижать скорость, во-первых, самой работы сайта, да, и ваших сотрудников. На самом деле нагружать себя, потому что ему нужно обслуживать больше число одновременных соединений и число новых соединений. Так что HTTP 2 это must-have, в каждом фаерволе это должно быть. Включайте у себя и пользуйтесь. Давайте зайду на какой-нибудь сайт, который поддерживает HTTP 2. Да, я, собственно, спросил владельца сайта, HTTP 2 здесь включен. И сейчас я хожу через свой домашний фаервол, и мы сейчас на нем посмотрим, как это выглядит. Кроме того, здесь включен, собственно, SSL Decrypt. Видно, что сертификат установлен, такой загадочный 10.1. Но это сертификат фаервола. Давайте просто покликаю по разным сайтам. Да, то есть я куда-то там буду ходить. То есть понятно, что во время этого загружаются разные, видите, странички. Допустим, на новости какие-то захожу, кликаю на какие-то там, да, статьи, захожу. Вот. То есть это все заставляет мой браузер подключаться. Какие-то там новости, да, соответственно, я вижу разные странички, разные картинки, соответственно, вот какие-то стили подгружаются, ну и так далее. Я вот благополучно походил по сайту. Сколько было TCP-сессий? Да, давайте посмотрим на фаерволе. Фаервол у меня здесь. Давайте, во-первых, посмотрим, сколько было сессий. Я сортировал уже по адресу Security Lab. Да, здесь видно, что вот сессия идет на... Раскрою. Идет на порт 443, да, то есть на самом деле сессия это 2 потока, туда и обратно. Это веб-браузинг, соответственно, Destination C-Club и вот число переданных байт. Ну, то есть если я еще покликаю, там куда-то еще я буду ходить, в статьи, например, в конкурсы, то есть там, ну вот было 222, я нажму refresh, вижу 227, да, то есть трафик ходит и в фаерволе это видно. Что показывает журнал? Я зайду в Unified, то есть это журнал всех журналов, которые находятся выше. Ну, тут видно, что и данные передаваемых файлов, и трафика, все тут есть. И здесь прям видно, что я вот куда заходил, там конкурсы, стендов, PHDays, файлы какие-то. И что нам важно посмотреть, что на самом деле, если посмотреть в колоночку HTTP 2 сессии, то сессия вот она одна и та же, 64 951. Она, собственно, в Session браузере показана.
64 951 Session ID. Да, и, соответственно, здесь он указан. А если посмотреть на второе поле, то видно, что это разные, по сути, внутри соединения, то есть внутри одного TCP. Это все идет на 443 порт, это все идет по одному у меня правилу, и, соответственно, здесь там еще дальше идет информация. То есть здесь все понятно. Давайте посмотрим, что герофильтрация показывает. Здесь тоже я отфильтровал сразу по адресу C-Club. Видно, что, да, я ходил по этим сайтам, ну, по этим страничкам, да, там, и видно, что это все было расшифровано. Собственно, что decryption? Да, вот у меня видно, что вот я сейчас заходил на сайт, и в журнале Decrypt здесь показано, что параметр сертификатов здесь журналируется, да, то есть subject common name, SNI, здесь кто выдавал сертификат, кто, да, common name, даты сертификата, поддержка версии, там TLS 1.2 на Security Lab, ну и, соответственно, параметры сертификата, которые передавался, да, там эллиптические кривые, Diffie-Hellman, AES 128, SHA-256, ну и так далее. То есть Decrypt был тоже осуществлен. Можно посмотреть в журнале трафика, наверное, то же самое, что там выглядит. Ну, все то же самое. Видно, да, что HTTP сессия та же самая, а на самом деле это все разное соединение внутри нее с разными видами. Итак, что сейчас вы знаете про HTTP 2? Вы знаете, что этот протокол находится на большом количестве сайтов. Мы это уже посмотрели здесь, да, то есть половина интернета сейчас использует, даже больше. Год назад, когда я смотрел, тут было 34%, сейчас 54%. То есть просто семимильными шагами сайт включает HTTP 2. Мы посмотрели, что HTTP 2 содержит в себе там много файлов, много информации, и нужно внутри этой одной TCP-сессии видеть эти файлы и благополучно как-то их отрабатывать вашим фаерволом. То есть не просто расшифровывать, а еще и брать оттуда файлы, отправлять их в антивирус, песочницу, ну и так далее. Так что HTTP 2 — это то, что сейчас вы должны проверить на вашем фаерволе. Поддерживается или нет. Если вырезается ALPN, ну, соответственно, это не то, что вы хотите, обратитесь к производителю.